Эпичные битвы кораблей в World of Warships. Что же окажется эффективнее? Главный калибр Baltimore 203 мм или же 27 мм брони Магами? Что тебя ждет? Рикошет, сквозное пробитие или же удачное попадание в артиллерийский отсек? Не забыл ли ты про торпедный залп, выпущенный до перестрелки? Каждая битва не похожа на предыдущую. Огромное разнообразие карт и боевых кораблей, а также игроков и тактик гарантируют, что скучно не будет. Регистрируйся по ссылке, получай подарки и вступай в бой. Всем привет! В этой серии видео будет показан процесс сборки баги-рампы из GTA 5. Если видео вышло, значит проект практически завершен и передвигается уже своим ходом. Серии будут выходить по мере монтажа отснятого материала. Чтобы не было хейта по поводу других проектов, сейчас все разъясню. Этим проектом я занимался параллельно другим работам, начал в середине этого лета. Была цель поехать с ним на Игромир, который по понятным причинам уже отменили. Делал баги с помощником, который скорее всего поможет мне и с другими проектами. Работа проводилась в новой просторной мастерской, куда постепенно переедут практически все мои проекты, и она будет основным сборочным цехом. С этим, я думаю, все понятно. Теперь про сам проект. Основная цель данной баги и всего проекта — это постараться перевернуть автомобиль, а значит нужно его сделать не только максимально похожим, но и функциональным. Рампа будет собираться по игровой 3D модели. Дизайнеры игры хорошо постарались, и вся рама баги хорошо прорисована, с нее всего лишь нужно удалить лишние детали. Уже во второй раз посмотрим, возможно ли воспроизвести в жизнь выдуманную из головы 3D модель, и не развалится ли она в реальной жизни. Для постройки рамы понадобится стапель или подставка, который будет сделан из профильной трубы. Сразу же выровнял рамку по лазерному уровню и приварил к ней подножки. Рама баги будет собираться из дюймовой трубы со стенкой 2,8 мм. При сборке нижние детали рамы будут приварены к стапелю. Таким образом рама будет жестко зафиксирована и не будет случайного смещения. Для стыковки труб сделал специальное приспособление, которое запиливает торцы труб с помощью коронки. Конструкция очень простая и состоит из сверлильного патрона, вала, двух подшипников и зажима. Получается труба, которая идеально стыкуется с другой трубой. Также можно срезать деталь под любой угол. Основание передней части баги сварено. Теперь нужно провести линии сечения и от них мерить расположение следующих деталей. Далее промерил в программе так называемые крылья, которые будут приварены к нижней платформе. Труба согнута под прямыми углами. Чтобы сделать так же, нужно срезать часть трубы вместе сгиба. Теперь рама будет расти вверх. Для этого приварил к ней стойки. На стойках будут перекладины, на которых также нужно найти середину и оцентровать с помощью лазерного уровня. После того, как сделаны все стойки, можно собирать верхнюю платформу. Трубы здесь согнуты по такому же принципу. На верхней платформе в районе кабины и на носу имеются радиусные углы. Их согнул с помощью самодельного трубогиба. Кстати, он мне также понадобится и для подвески. Это максимальный угол, на который может согнуть этот трубогиб. Чтобы получить нужный угол, сделал пару надпилов болгаркой.
Верхний периметр платформы готов, теперь сделаю и приварю центральные элементы. Их нужно делать сразу парой, чтобы углы совпадали, соединил их прихваткой между собой. Далее приварил передние форточки, которые в итоге будут наполовину закрыты стальными листами. Думаю, из-за этого обзор будет сильно ограничен. Острый нос баги имеет тоже кучу сгибов. Сразу согнуть одним куском трубу не получится, и я условно разделил сплиттер на 3 части. 2 одинаковые детали по бокам и одну по центру. Дойдя до этого момента, краем глаза заметил изгиб стапеля. После сварки швы остывают и начинают тянуть за собой металл. Стапель стал гулять, и некоторые подставки стали подниматься над поверхностью пола. Чтобы избежать дальнейшего изгиба стапеля и рамы, прикрутил его анкерами к полу и продолжил работу над носом. Нижняя часть готова, и нужно соединить ее с верхней платформой. Также согнул боковые части и соединил их стойками. Передняя часть готова, и она точно совпадает с 3D-моделью. Пока не буду ее как-то усиливать, это будет сделано позже. Теперь нужно сварить среднюю часть, там где находится кабина и сидят пассажиры. Стойки для нее нужно сделать под определенным углом. Попробовал такой китайский угломер и измерил им углы стоек. После этого промерил стойки рулеткой и убрал угломер на полку, с которого его больше никогда не доставал. Выставленные углы зафиксировал трубой, которая является элементом рамы. Следом идет главная рамка, выставил углы и приварил ее к верхней платформе. Чтобы задняя часть рамы не висела в воздухе, прикрутил к полу профильную трубу и соединил раму с ней с помощью стоек. Верхняя платформа имеет ближе к кабине небольшой угол, который я в точности повторил. После кабины идет задняя часть, в которой будет находиться двигатель. Сварили рамку и соединили ее с верхним углом кабины. Далее нужно приварить много элементов, которые соединили нижнюю часть кабины с задним отсеком. На них будут находиться подушки двигателя и задний подрамник. В задней части рамы присутствуют фермовые конструкции. Пришлось с этим немного повозиться. Осталось сделать и приварить задние крылья. И получится точная копия рамы баги-рампы из GTA 5. Постепенно начал усиление рамы, пока только усилю дно с помощью крестов. Остальное будет усиливаться после размещения на раме всех узлов подвески и органов управления. Теперь всю раму нужно проварить. Для этого спилил все прихватки, которые держали раму на стапеле. Пока рама легкая, ее можно легко переворачивать для удобного провара стыков. Понял, что электродами я уже не справлюсь, и вся рама была проварена полуавтоматом. Кстати, на этом моменте я полностью перешел на микс-сварку.
Швы полуавтомата нет особого смысла зачищать в данном конструктиве, а вот швы от электродов стоит зачистить. Так и вертели раму, пока не проварили все швы. Ушла куча проволоки и несколько баллонов с газом на это дело. Результат превзошел все ожидания. Удалось точно скопировать раму багги и перенести ее в реальную жизнь. Рама багги готова, а значит, это видео подходит к концу. Если вам понравилась идея и проделанная работа, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующей части, где будет сделана полностью вся подвеска, над которой пришлось крепко подумать, чтобы ее воспроизвести.